Поговорим сегодня про хирурга-маньяка из сериала «Американская история ужасов». Ни для кого не секрет, что некоторые люди делят мир на черное и белое. Может быть потому, что так проще. Не нужно особо думать и анализировать, а просто положить свое мнение о событии или человеке в соответствующую папку. И потом, когда нужно, при наступлении похожего события, доставать из папки готовое решение. Особенно, когда событие окрашено соответствующими эмоциями. Предлагаю посмотреть, из чего складывается отношение некоторых мужчин к женщинам, как порядочным в кавычках и распущенным в кавычках. Вчера очень удачно попал в эту тему любопытный сериал «Американская история ужасов». Рекомендую любителям хоррора. И вот весьма удачно подобрался персонаж для моего поста. Бывший эсэсовец, любитель экспериментов над живыми людьми, садист и агрессор, ныне практикующий хирург в психиатрической клинике. Посмотрим, как интересно получается. Человек выбирает себе сферу деятельности в соответствии со своими наклонностями, в данном случае тяги к садистическим действиям. Конечно же, не каждый хирург маньяк, но высокий процент потенциально условно маньяков могли бы стать хирургами в рамках законной деятельности. Предположим, что у будущего садиста была авторитарная, жесткая мать. Или просто холодная и подавляющая. И в том и другом варианте в ребенке будет сформирован запрет на проявление своих эмоций, внутренний протест и почти физическая необходимость излить эти эмоции, но не прямым, а окольным путем. За спиной взрастится темная субличность, эдакая сифа, сказала бы Вероника Степанова. Сформируется на протяжении многих лет внутри подавляемой личности ребенка, который однажды покажет свой нрав. Также этот нрав будет словно соткан из маленьких убеждений на основании отношения к собственной внешности. В данном случае у нашего героя-хирурга в отношении размеров своего, вы понимаете меня, а также в совокупном восприятии своей внешности в целом. На этом моменте я бы остановилась чуть подробнее. Про влияние восприятия своей внешности на формирование характера и отношения к женщинам. Например, если мужчина думает, что его внешность недостаточно хороша, что он не нравится женщинам, что он не может удовлетворить женщину по некоторым причинам, в этом случае может сработать перенос чувства комплекса неполноценности на будущую жертву и будет выражено в форме каких-либо агрессивных выпадов. Тут способ выражения агрессии зависит от личности агрессора и допустимых для него норм. Это может быть искаженный комплимент, когда суть высказывания или интонация слов имеет подтекст. Например, «Да, Мария Ивановна, красивое у вас платье». Вроде платье само по себе красивое, а вы-то сами не очень. Это может быть завуалированное или прямое оскорбление. А также это может быть рукоприкладство или физическое истязание жертвы как высшая форма проявления агрессии. Агрессор желает общаться с женщинами, но контактировать с ними в позитивном ключе он не может. И это взаимодействие приобретает искаженную, кривую, уродливую форму. Поскольку в его голове тускло проплескивает мысль, что где-то умозрительно существуют порядочные женщины, он может допускать для себя, что они есть, и даже может думать, что хочет найти для себя такую порядочную и чистую. Но, как правило, папка «порядочные женщины» пустует в его матрице, поскольку такие женщины ему не интересны. Не интересны его телу, его извращенным фантазиям, его садистическому либидо. Это история порядочности и чистой любви, не про него. А какие женщины ему интересны? Против кого у него нет запрета на выражение агрессивных эмоций? Правильно, в отношении так называемых падших женщин. Вот на ком можно отыграться во всей полной мере. Вот кого можно бесконечно наказывать. Вот кого можно зверски мучить.
И даже если в выбранной женщине нет явных признаков развратности, агрессор найдет. Это за него сделает его же проекция, перенесет его комплексы на жертву и дорисует черты, соответствующие его представлению о разврате. Понятно, что в кино все может быть представлено в виде гротеска, преувеличения, и в нашей бытовой жизни маньяк может замаскироваться под обычного семьянина. Но поверьте, мотивы и желания у него остаются теми же. Посмотрите внимательнее на своих бойфрендов и мужей, на тех, которые любят унижать, наказывать и вечно виноватить. Уж не живет ли с вами маньяк в одной постели? Буду рада, если поделитесь своим мнением в комментариях. Полную версию текста и видео из фильма без цензуры смотрите на моем YouTube-канале по ссылке в тексте. Благодарю за внимание.